Android TV на персональных компьютерах, на процессорах Intel. Вроде бы все хорошо, и новость облетела все чаты о ТВ-боксах. Давайте же разберемся в этом обзоре, что это такое, как оно работает и почему это не имеет права на жизнь, а нужно купить ТВ-бокс. Поехали. Вот, кстати, вы видите сзади меня уже картинка. Вообще, во-первых, открыт сайт на этот проект Android TV X86. И вы видите окошко. Вот, пожалуйста, мы его можем подвигать. Это уже Android TV установлен на наш компьютер. То есть мы взяли компьютер на базе Intel Celeron J1800, 8 гигабайт оперативной памяти, установили, и вот мы поняли, что это такое. Почему-то нам кажется, что это затея хреновейшая, и я думаю, мне следует все-таки привести доказательства шаг за шагом. Мы с вами попробуем посмотреть, что пишут на сайте. Мы закачаем, мы уже закачали, записали на флешку, там вообще установка элементарная. Я вам покажу, как это вообще работает в реальности. И почему ТВ-бокс намного выгоднее и интереснее брать, чем компьютер использовать на Android TV. Хорошо, ссылочка на сам проект в описании под видео, ссылочка на топ-5 ТВ-боксов, она вам пригодится в разных ценовых категориях, тоже лежит в описании под видео. Подписываемся, нажимаем колокольчик. Ну а сейчас я говорю вам хавабанг, ребята, это же бубль-бум, поехали. Но для начала мы немножечко свернем наше окошко, оно нам не интересно. Сайт Android TV X86 почему-то без картинок, не знаю, что-то у него там произошло, ну не столь суть важно. Оно пишет, что здесь Full Leanback, это значит, что полностью Android TV интерфейс, YouTube, все работает, преинсталлированные Google сервисы, которые я тоже вам покажу сейчас, как работают. Chromecast, встроенный Chromecast, и тут они начинают писать. Chromecast сейчас интегрирован в Android TV, но вы должны использовать внешне или купить Chromecast девайсы, потому что здесь не преинсталлировано из-за каких-то проблем. Написано аппаратная поддержка. Ну, чтобы вы понимали, аппаратная поддержка ограничивается FFmpeg. Вот так вот. Ну, для того, чтобы была аппаратная поддержка, например, H265 кодека, вам нужен процессор Intel серии от 6 серии. То есть, цена там, ну, давайте, все по порядочку. Поехали. Wi-Fi, Ethernet. Ну, Wi-Fi тоже преувеличено. На старом ноутбуке у меня завелся Wi-Fi, а вот, допустим, Wi-Fi 5 модуль, который у меня стоит Killer 1650, Wi-Fi 5 модуль, не Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 не завелся. И я тут поперебирал в офисе более-менее современные Wi-Fi модули, ни один из них не завелся, все через виртуал идет. Параллельные порты, SCSI, PS2, Wirefire, все это не поддерживается. Ну и здесь уже пошла загрузка, тут нам предлагают перейти на страничку Download. Здесь вам достаточно просто загрузить образ, записать его с помощью Rufus. Вот смотрите, как его инсталлировать. Давайте посмотрим, сейчас покажу. Берется обыкновенный Rufus. Здесь все очень четкие инструкции. Берется Rufus, записывается на флешку, вставляется в комп и стартуется с этой флешки. А вот что вы видите с флешки, давайте мы сейчас разберемся. Но перед этим я хочу вам показать конфигурацию, которую я использовал. Вот материнская плата Asus J1800i. То есть это для тех, кто думает, что он возьмет слабенький комп и получит Android TV платформу. То есть чтобы, ну, сейчас тут 1709 гривен, это для Украины. Давайте разделим 28, я вам скажу, это $61. За $50 я могу взять шикарный ТВ-бокс, который будет иметь аппаратное декодирование практически всего. Здесь это мы только получили материнскую плату, а взять еще какой-нибудь маленький бесшумный системник. Почему именно эта плата? Потому что она без кулера, да, она бесшумная, я вот на это ориентировался. Плюс сюда нужен Wi-Fi модуль для того, чтобы по Wi-Fi работало, и необходим еще жесткий диск или там, допустим, SSD-шник, вообще лучше SSD, иначе все это будет тормозить безбожно. И нужна еще как минимум вам планка памяти, ну хотя бы 4 гига, хотя это тоже не сильно-то спасает. То есть в конечном итоге у нас минимальный компьютер обойдется $100. А вот старый, если вы скажете, у меня валяется старый, я хочу сделать из него Android TV, тут тоже сейчас пойдет. То есть я сразу откинул эту идею. Ну, вернее, я ее реализовал, но я откинул идею использовать его как ТВ-бокс. Давайте посмотрим, сколько у нас стоит, допустим, на AliExpress процессор Intel 6-го поколения. Давайте посмотрим Core i5 6-го поколения на Али. Только процессор стоит $86. Ну, допустим, Core i3 мы возьмем, там, я не знаю. Давайте самый дешевый возьмем. Так, это Core i5. Давайте Core i3 поищем.
Многие, вот пока мы ищем Core i3, некоторые из вас скажут, а вот по $15 Core i5 560M. Но они тоже сюда не подойдут из-за отсутствия аппаратного декодирования H265 и того же VP9, кстати. Поэтому вот это все мелочи. То есть минимальной Core i3, ну третья серия, нам нужна шестая. Вот шестая серия Core i3 это $78. Ни хрена себе. Ни хрена себе. Для того, чтобы получить аппаратное декодирование в этом Android TV устройстве, нам нужно заплатить только за прод $70 минимум. Что это? Это фигня. Хорошо, то есть я дальше, вот я в цены дальше не полез, я понял уже эту затею, я уже как бы для себя уразумел. И давайте попробуем с вами поработать с этим всем чудом. Я буду работать в таком режиме для того, чтобы я мог его перезагружать. После того, как мы для начала его перезагрузим, давайте сделаем рестарт. Мы пойдем сейчас степ-бай-степ и будем работать по полной программе в плане того, что мы будем сейчас с вами и настраивать его. Вы поймете, к чему я клоню. Смотрите, у нас есть Android TV. Если мы запустим этот Android TV, мы его проинсталлировали уже, и у нас есть проблема. То есть, если он стартует, просто-напросто стартует, загружается это все быстро, все хорошо, он работает плавненько. Вот такая вот красивая заставочка Google при старте. У нас состоялась загрузка, мы видим приветственный интерфейс Android TV, мы выберем язык. Настроить телевизор с помощью устройства Android, давайте, конечно, попробуем, но это не так все просто, оно сбрасывает. Хорошо, выбираем язык, нажимаем пропустить. Здесь у нас в чем вопрос? Если я запускал его на своем старом ноутбуке с каким-то древним Wi-Fi 2.4, он работал. А у меня сейчас стоит киллер 1650, не работает. Но вы можете подключиться через виртуальный Wi-Fi. Это если вы воткнули LAN RJ45. То есть LAN RJ45 воткнут, и оно организовано через Wi-Fi. Вот в этом плюс, если бы так все TV-боксы реализовали это все действие, то это было бы очень круто. То есть у нас был бы фейк Wi-Fi встроенный, и плюс еще и 1000 мегабитный. То есть он выдает реально 1000 мегабит. Но вот здесь мы сталкиваемся с другой проблемой. Как только мы нажимаем «Войти», у нас нет выбора никак, кроме как с помощью клавиатуры, и здесь начинаются все фишки. Давайте, дело в том, что сам по себе интерфейс входа в Google обновился. Здесь они используют какой-то старый, и все. Все, и нас сбрасывает. Мы не можем войти в Google аккаунт и не можем продолжить скажем так, нашу инсталляцию. Все, на этом мы думали, мы застряли. Хорошо, потом мы начали работать немножко в другом направлении. Там есть опция, где можно загрузиться без Setup Wizard. Вообще есть даже инсталляция, то есть можно инсталлировать, он у нас проинсталлирован, у нас жесткий диск внутри стоит. Но мы запускаем его, здесь есть еще с вулканом поддержка, без Setup Wizard, без аппаратной акселерации. И есть еще автоинсталлер на специализированный диск, который мы выберем. Ну вот он, видите, я выбрал автоинсталлер. Вот у меня есть GoodRAM мой на 220 гигов. Нажимаем и нажимаем «Да», выполнить это все действие через автоинсталлер. Попробуем, может быть там что-то заработает. Форматирование пошло на 132%. Какой-то тут момент интересный, но это не страшно. У нас все проинсталлировано и вроде бы запускает. Давайте посмотрим. Нас перекидывает на переднюю камеру. Обратно возвращаемся. Он должен уже сейчас запуститься на инсталлированной версии. Может быть там заработает вход в аккаунт. Вот вроде бы все запустилось. Выбираем опять же наш язык. Мы уже запустились с жесткого диска, не с флешки. Тут мы пропускаем, потому что заранее скажу. Виртуальный Wi-Fi подключаем. Подключено. И пробуем войти. Проверка обновлений. И пробуем войти в Google аккаунт. Все-таки войдет он или нет на жестком диске. Давай, на SSD. Что-то крутит, мутит. Проект однозначно заслуживает внимания. Выкинуло. Все равно выкинуло. Видите, какая вот лажа. Поэтому мы сейчас запустимся без Setup Wizard. Перезапустились, видим наш Asus. Все хорошо. Давай. И выбираем No Setup Wizard. Это единственный вариант, где нам удалось дойти до самой операционной системы. Вернее, до главного экрана. Вообще, если кто запускал и у кого-то получилось войти в аккаунт, напишите, на каких конфигурациях, вообще как вы это делали, потому что у нас просто трешак. Мы получили вот такой вот интересный момент. То есть мы загрузили Android TV. У нас из предустановленных приложений есть какой-то TV Store.
Вроде бы как, возможно, поставщик контента, но здесь ничего тоже в этом TV Store нет. Некоторые из вас скажут, что, возможно, здесь можно войти в аккаунт Google, но не тешьте себя, никаким образом это не повлияет, потому что в аккаунт Google так войти и не получается. То есть вы как только нажимаете «Добавить аккаунт», вас точно так же выбрасывает. Смотрите. То есть мы зашли, уже все, не возвращаемся к этому. В самих настройках мы видим, что у нас в принципе это неплохая прошивка. Если мы зайдем в экран, то у нас здесь есть калибратор нерабочей области, разрешение экрана. То есть мы там заходим, у нас есть возможность выставить красивыми такими кубиками разрешения. Есть поддержка 3D графики, есть принудительное аппаратное ускорение. Есть у нас кодек выбор. И вот у нас только FFmpeg поддержка на текущий момент. Вот такая вот ситуация. В разделе «Система» есть у нас режим процессора, переводим в производительность, иначе это все очень сильно тормозит. То есть, вот, видели, как мы перешли в производительность, и у нас все начало работать совсем по-другому. Также у нас в системе есть виртуальная память. Мы с вами должны создавать виртуальную память, потому что изначально поддержка, зависла. Твою ж налево, что теперь заново все ой-ой-ой, все развисло. Знаете, в чем проблема? Дело в том, что изначально, если мы зайдем в хранилище, смотрите, что у нас показывает. У нас внутренний общий накопитель есть 235 гигов, то есть оно взяло жесткий диск, отлично. Служба локальной сети, у нас есть ADB, есть Samba. Давайте разрешим ADB, во-первых, включим. Самбу мы не будем включать. Теперь есть запись экрана, USB Accessories, Enable Native Bridge и Dark Boot Animation. Каких-то напихали опций, знаете откуда это? Из Nexus Player. Вроде бы все начинает вырисовываться. Давайте откроем для разработчиков опцию, для того, чтобы мы могли сюда очень быстро сейчас через отладку по USB установить приложение. Идем в сети интернет, виртуальный Wi-Fi. Через Easy Fire Tools закину сюда сейчас Technozone Installer, потому что без маркета, само собой, у нас не получится ничего сделать, а наш Technozone Installer это, знаете, такой альтернативный маркет для ТВ-боксов с минимальным набором программ. Поехали в Technozone Installer, сейчас быстро устанавливаем чего-то и сразу понимаем, что у нас не работает и что работает. Я долго не буду задерживать вас уже, здесь остаются только такие уже косметические моменты. Нам достаточно будет установить Кинотренд, например, Noom, для того, чтобы видеть, какие мы торренты будем записывать. YouTube, YouTube у нас установлен. Нам нужен будет лончер SideLoad, для того, чтобы мы видели неподдерживаемые приложения. Поставим Vimeo Media Player, TorServe, ну и можем Aptoide поставить. Потому что то, что у нас нет, FRD нет смысла ставить, автофреймрейта не было, нет и не будет. CPU монитор, спид-тест тоже абсолютно бесполезные штуки. Можем это все сейчас установить. Благо Technozone Installer это позволяет сделать. Вроде все установили то, что нам необходимо. Сразу вам скажу, что в FRD критическая ошибка. Здесь невозможно этого сделать. То есть автофреймрейта у нас нет. В Vimeo Media Player, если мы пойдем с вами в диагностику, то мы увидим, что здесь нет поддержки нативного автофреймрейта вообще. То есть через API Google его просто не существует. Единственное, что нас порадовало, это вот именно эта опция Fake Wi-Fi. Блин, спид-тест не установился, его придется вручную дозагружать, потому что тоже не все хорошо у этой прошивки, вернее у этого образа. Давайте через папку Download, где там наш спид-тест. Он его, наверное, даже не установил нормально. Не захотел. Видите, я не могу установить нормально спид-тест, к сожалению. Целая история. Все работает неправильно. Придется его, наверное, по одному устанавливать. Давайте спид-тест по одному установим. Вообще, если в Technozone Installer пишет неизвестная ошибка пакета, то это значит, приложение не кэшировалось нормально, и оно выдает ошибку при установке. И еще нам нужен Aptoide TV. Очень сильно хочется увидеть, что же там показывает AIDA 64, а установить ее по-другому мы не можем. А не тут-то было. Aptoide TV тоже выбрасывает. Смотрите, нажимаем поиск. Давайте AIDA. Фух, добрались до AIDA с горем пополам. Давайте система. Мы видим, что это кодовое название Fugu, 4 гигабайта LPDDR3. Так, что у нас здесь еще есть? Центральный процессор Intel
Bay Trail, 64 бит x86, 2 ядра до 2,5 ГГц. Вроде бы должно быть все хорошо у нас по быстродействию. Ну, сеть у нас здесь все понятно. Android, это у нас 28 уровень API, это Android 9. Температура, ну, на температуру ориентироваться на таком процессоре очень тяжело. А вот в кодеках у нас есть сюрприз. Почему сюрприз? Потому что нет аппаратных у нас VP9, это значит, что 4К у нас нет аппаратного. И мы видим, что у нас вроде бы FFmpeg есть HEVC, это H265 кодек, но все реализовано на программном уровне. И вот поехали по основным моментам мультимедиа. YouTube. Выбираем наше 4К видео, идем в диагностику, видим, что есть только 1080p, а это потому, что VP9 аппаратного нет и есть только поддержка AVC1. При этом это все еще и дропит. То есть на процессоре двухъядерном 2,5 ГГц это дропит. А теперь вдумайтесь, даже вшивые ТВ-боксы до 50 баксов, например, ну вшивые, я почему, по цене, да, X там TOX 1, например, да, или X96 Max Plus 2, или любой ТВ-бокс, даже Xiaomi Mi TV Stick просто-напросто натягивает вот это вот решение, хрен знает за сколько денег. Вы видите, какие дропы у нас валятся на Full HD? Секундочку. Кодек AVC. То есть YouTube тут сразу можно откинуть. Нормально YouTube вы можете посмотреть 720p, это максимум. Ну, про HDR можете тоже забыть. Давайте дальше. Идем с вами в Vimeo и попробуем проиграть тестовые ролики. Тут нас ждет тоже очень-очень большой сюрприз. Вот, пожалуйста, наши тестовые ролики. Если мы сейчас запустим H265, то мы вообще повиснем. Потому что его нет, у нас все затормозилось. Давай. Попробуй Медузу открыть. Висим. Давай, играть. Vimeo не смог проиграть этот контент. Мы не сможем. Мы можем попробовать проиграть еще чего-то, но рассчитывать на то, что вы сможете здесь нормально просматривать H265 фильмы невозможно. То есть для этого вам нужен комп как минимум 6 серии, на Intel 6 серии, а стоимость такого компа будет как минимум 300 баксов. Если вы возьмете очень старый ноутбук, очень старый, то вы получите вот такое вот глюкавое говно, по-другому я это не назову. Слушайте, ну, блядь, сильно висит. Не могу я. Давайте. LG New York. Данный ролик проигрывает все приставки, кроме этой. То есть темнота. H265 кодек. Но справедливости ради скажу, что H264 он проиграет. Например, там у нас, что у нас там? Sony Triluminous Demo у нас, по-моему, в H260. Нет, он тоже 200. Сейчас посмотрим. Нет, это H264, но он его не даунсэмплит. Как-то вообще непонятно. То есть он просто не играет. Зато вот старенький H264 ролик для проверки джодер эффекта заработал. Все, вот вся наша жизнь, скажем так. Но справедливости ради скажу, что Tor-Serve на нем заработает на какой-нибудь Full HD, на H264, если мы сейчас с вами установим Tor-Serve последнюю версию. То есть мы установили Tor-Serve, идем в кинотренд, запустим какой-нибудь торрент. Само собой, IPTV там какой-нибудь еще может заработать. И выберем, например, разыскивается торрент, Blu-ray, ну это в 265 кодеке не будет работать, в 264 вполне возможно заиграет новыми красками. Он будет его воспроизводить, у него хватит производительности, но вот обидно, но нет этой реализации. То есть вы купили вот такую вот коробку, да, поставили ее и забыли, и вы смотрите это все без каких-либо вообще ограничений, все с аппаратным декодированием. Давай, проигрывайся. Все, вот, торрент в H264 в 1080p будет воспроизводиться, по-другому никак. То есть получить полноценный Android TV Box из компьютера на прошивке Android TV невозможно. Все ограничено бюджетом. Вы, конечно, можете запилить туда комп какой-нибудь за 300-400 долларов, но я думаю, что за эти деньги можно взять Nvidia Shield и вообще кайфовать, а не вот такая вот реализация. Я готов прорезюмировать, но резюме мое будет однозначное. Дело в том, что мы противники, мы не противники, мы не видим необходимости такой реализации, потому что любая коробка за 25 долларов уделывает, ну я в частности имею в виду Tanix TX9S, уделывает по аппаратному декодированию решение, даже самое дешевое решение там, за пару сот долларов
компьютер на Android TV X86. Поэтому коробки, ссылки на коробки, на обзоры и на сами коробки ТВ-боксы лежат в описании под видео. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Это решение не имеет пока права на жизнь. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят.